Майкл Ньютон. Путешествие души. Жизнь между жизнями. На канале Мыслеформс Татьяны Тор. Взгляните на все глазами бессмертной души. Почему вы находитесь здесь, на земле? Куда вы пойдете после смерти? Что с вами произойдет, когда вы окажетесь там? Во многих книгах написано о прошлых жизнях. Но до появления этой волнующей книги имелось мало информации о продолжающемся существовании нашей души в период, предшествующий нашему новому рождению. Когда доктор Майкл Ньютон, дипломированный гипнотерапевт высшей категории, начал методами регрессии возвращать своих пациентов в прошлое, чтобы пробудить их воспоминания о предыдущих жизнях, он неожиданно сделал открытие колоссальной важности. На мир душ можно взглянуть через ум субъектов, которые погружены в гипнотическое состояние сверхсознания. И в этом измененном состоянии сознания пациенты способны рассказать о том, что делала их душа между жизнями на Земле. То, что вы сейчас услышите, потрясет основы ваших представлений о смерти. В течение многих лет автор погружал сотни людей в глубокие воспоминания о духовном мире. 29 случаев, приведенных здесь, включают отчеты людей разных убеждений – религиозных, духовно неопределившихся и тех, кто занимает промежуточное положение. И все они демонстрируют замечательную последовательность в ответах на вопросы о духовном мире. Доктор Майкл Ньютон обнаружил, что целительный процесс нахождения своего места в мире душ имеет гораздо большее значение для его испытуемых, чем описание их прошлых жизней на Земле. Книга «Путешествие души» является результатом десятилетних исследований автора, которые помогут вам понять, что лежит в основе вашего жизненного выбора, а также каким образом и почему ваша душа и души тех, кого вы любите, живут вечно. Эта замечательная, захватывающая дух книга раскрывает некоторые тайны жизни в духовном мире. Об авторе. Доктор философии Майкл Ньютон является дипломированным гипнотерапевтом высшей категории в Калифорнии, а также членом Американской ассоциации психологов-консультантов. Он посвятил свою частную гипнотерапевтическую практику коррекции различного рода отклонений в поведении, а также помощи людям в раскрытии их высшего духовного «я». Разрабатывая свою собственную технику возрастной регрессии, доктор Майкл Ньютон обнаружил, что пациентов можно помещать в промежуточные периоды между их прошлыми жизнями, таким образом подтвердив и продемонстрировав на практических примерах реальные, наполненные смыслом существования бессмертной души между физическими воплощениями на Земле. Введение. Вы боитесь смерти? Вам хотелось бы знать, что произойдет с вами после смерти. Вы спрашиваете, существует ли у вас некий дух, который откуда-то пришел и затем вернется назад после того, как ваше тело умрет. Или же это просто фантазии, вызванные страхом. Парадоксально, но люди – единственные существа на Земле, которые вынуждены подавлять страх смерти, чтобы вести нормальную жизнь. Однако наш биологический инстинкт не дает нам забыть об этом исходе, который нас ожидает.
С возрастом ощущение приближающегося конца усиливается в нашем сознании. Даже религиозные люди боятся, что смерть – это конец нашего личностного существования. Величайший страх смерти наталкивает нас на мысли о небытии, которое она приносит с собой, о прекращении всех связей с семьей и друзьями. И все наши земные цели кажутся тщетными и пустыми. Если бы смерть обрывала все, то тогда жизнь действительно была бы бессмысленной. Однако некая сила внутри нас побуждает нас верить в будущее, потусторонний мир и чувствовать связь с высшей силой и даже с вечной душой. Если у нас на самом деле есть душа, то куда она отправляется после смерти? Действительно ли существует за пределами нашей физической вселенной некий небесный мир с населяющими его разумными существами? Что он из себя представляет? Что мы делаем, когда попадаем туда? Существует ли высшее существо, отвечающее за этот рай? Эти вопросы столь же стары, как и само человечество, и до сих пор они остаются без ответа для большинства из нас. Истинная разгадка тайны жизни после смерти лежит по ту сторону духовной двери для большинства людей. И это потому, что в нас действует механизм забвения, благодаря которому душа на уровне сознания соединяется с человеческим умом. В последние годы мы много слышали о людях, которые временно умирали и затем возвращались к жизни, рассказывая о том, что там они видели длинный туннель, яркий свет и даже встречались с дружелюбными духовными существами. Но ни один из этих отчетов в многочисленных книгах по реинкарнации, кроме мимолетных первых впечатлений, не приоткрыл нам тайну жизни после смерти. Эта книга является сокровенным дневником о мире душ. В ней приводятся реальные случаи, которые подробно описывают то, что происходит с нами после того, как заканчивается наша жизнь на Земле. Вы пройдете через духовный туннель, загляните в мир душ и узнаете, чем занимаются души до того, как они возвращаются на Землю для другой жизни. Я по натуре скептик, хотя, судя по данной книге, этого не скажешь. Как психолог-консультант и гипнотерапевт, я специализируюсь на коррекции поведения при различных эмоционально-психологических расстройствах. В основном моя работа заключается в том, что я занимаюсь со своими пациентами оперативной психологической перестройкой, помогая им установить связь между их мыслями и эмоциями и устранить нездоровые аспекты в их поведении. Мы вместе выявляем значение, функции и последствия их убеждений, поскольку я считаю, что ни одна ментальная проблема не является надуманной или воображаемой. В начале своей практики я отклонял любые просьбы людей заглянуть в прошлую жизнь, так как ориентировался на традиционную психотерапию. Когда я использовал гипноз и техники возрастной регрессии, чтобы определить истоки беспокойных воспоминаний и травм детства, мне казалось, что любая попытка обследовать прошлую жизнь была бы нетрадиционной и выходящей за рамки клинической практики. Мой интерес к реинкарнации и метафизике ограничивался лишь интеллектуальным любопытством. И так было до случая с одним молодым человеком, которому я пытался помочь преодолеть боль. Этот пациент жаловался на хроническую боль в правом боку, мучившую его всю жизнь. Одно из гипнотерапевтических средств регулирования болевых ощущений заключается в том, чтобы сориентировать пациентов на сознательное усиление боли, после чего они могут также научиться уменьшать боль и таким образом контролировать болевые ощущения. Во время одного такого сеанса по интенсификации боли этот человек для воспроизведения своего страдания
использовал воображение, представив себе, что его ранили ножом. Пытаясь установить источник этого образа, я в конечном итоге обнаружил, что в своей прошлой жизни он был солдатом Первой мировой войны, который был заколот штыком во Франции. И в результате мы смогли вместе устранить его боль. Вдохновленный этим успехом, я начал экспериментировать, возвращал некоторых пациентов в период, предшествующий их последнему рождению на Земле. Сначала я был озабочен тем, что соединение текущих проблем, убеждений и страхов вызовет фейерверк фантасмагорических образов. Однако вскоре я понял, что глубоко сидящая в нас память предлагает нам набор прошлого опыта и переживаний, которые слишком реальны и тесно связаны с нами, чтобы их игнорировать. Во всяком случае, я оценил, насколько терапевтически важна связь между нашим телом и событиями наших прошлых жизней, с одной стороны, и тем, кем мы сегодня являемся, с другой. Затем я случайно сделал для себя открытие огромной важности. Я обнаружил возможность заглянуть в мир душ через ум человека, находящегося в состоянии гипноза, который способен рассказывать о жизни между жизнями на Земле. Дверь в мир душ распахнул для меня случай с женщиной средних лет, особо чувствительной и восприимчивой пациенткой. Заканчивая вспоминать свою предыдущую жизнь в состоянии гипноза, она вдруг заговорила о своем чувстве одиночества и изоляции. Эта необычная личность почти самопроизвольно перешла на высшую стадию измененного сознания. Сам того не понимая, я положил начало чрезвычайно короткой команде, побудившей ее к этому. Я предложил ей направиться к истоку ее чувства утраты того, что она называла товариществом или братством. И я невольно использовал одно из ключевых командных слов, которое стало толчком к ее духовным воспоминаниям. Я спросил, не было ли у нее особой группы друзей, которых ей не хватает. Внезапно моя пациентка начала плакать. Когда я попросил ее рассказать мне, что случилось, она выпалила: «Мне не хватает некоторых друзей из моей группы. Вот почему мне так одиноко на Земле». Я растерялся и стал расспрашивать ее, где же находилась эта группа. «Здесь, в моем постоянном доме», — ответила она просто. «И я смотрю на них, на всех, прямо сейчас». Закончив с этой пациенткой и прослушав записи, я понял, что выход на мир душ связан с расширением регрессии в прошлые жизни. Есть много книг о прошлых жизнях, но я не мог найти ни одной, которая рассказывала бы о нашей жизни в качестве душ или предлагала точные методы пробуждения духовных воспоминаний людей. Я решил провести свое собственное исследование, и мне удалось на практике разработать более успешные методы вхождения в мир душ через моих субъектов. Я также понял, что выявление места людей в мире душ имеет гораздо большее значение для них, чем обращение к их прошлым жизням на Земле. Как с помощью гипноза можно достичь души? Представьте себе ум в виде 3 концентрических кругов, каждый меньше предыдущего и расположен внутри другого, отделенный от соседнего только слоями ментального сознания, связанными друг с другом. Первый, наружный слой, представлен сознательным умом, то есть критическим, аналитическим или мыслящим сознанием. Второй слой представляет собой подсознание, куда мы в первую очередь попадаем во время гипноза, чтобы войти в зону, хранящую память о всех событиях, происходящих с нами в этой и в прошлых жизнях. Третий слой, самая сердцевина, является тем, что мы называем сверхсознательным умом. Здесь находится высший центр нашего «Я». И на этом уровне мы представляем собой проявление высшей силы. Сверхсознание является средоточием нашей истинной сущности и дополняется подсознанием,
которое несет в себе память многочисленных альтер-эго, наших других «я», приобретенных нами в наших прежних человеческих телах. Сверхсознание – это вообще не уровень, а душа как таковая. Сверхсознательный ум представляет наш высший центр мудрости, и вся моя информация о жизни после смерти приходит из этого источника разумной энергии. Насколько правомерно использовать гипноз для раскрытия истины? Люди, находящиеся под гипнозом, видят не сны и не галлюцинации. В данном случае в состоянии управляемого транса мы не видим сны в их хронологической последовательности, как это обычно бывает, и мы не галлюцинируем. Когда субъекты приводятся в состояние транса, их мозговые волны замедляются, то есть переходят из стадии бета, бодрствующего состояния, через медитативную стадию альфа, к различным уровням в диапазоне тета. Тета – это гипноз, а не сон. Когда мы спим, достигаем конечного состояния дельта, когда информация из мозга попадает в подсознание и изливается через наши сны. Но на стадии тета сознательный ум вовсе не находится в бессознательном состоянии, поэтому, имея все каналы памяти открытыми, мы можем и получать, и посылать информацию. Находясь в состоянии гипноза, люди передают гипнологу свои точные наблюдения, картины, которые они видят, и беседы, которые они слышат в своем бессознательном уме. Отвечая на вопросы, субъект не может лгать, но он может неправильно интерпретировать то, что он видит в бессознательном уме, так же, как мы делаем это в состоянии сознания. В состоянии гипноза людям трудно принимать то, в истинность чего они не верят. Некоторые критически настроенные по отношению к гипнозу люди убеждены, что субъект, находясь в трансе, выдумывает свои воспоминания и дает такие ответы, чтобы они соответствовали теоретической схеме, предложенной гипнотизером. Я считаю, что такое обобщение является ложным допущением. В своей работе я воспринимаю и анализирую каждый случай так, как если бы я впервые получил подобную информацию. Если субъект сумел каким-то образом выпасть из гипнотического процесса и специально сочинить что-то о духовном мире, или он стал высказывать что-то по ассоциации с имеющимися у него идеями о жизни после жизни, то в таком случае эти ответы очень быстро придут в противоречие с отчетами о других случаях. Я знал и использовал метод тщательной перекрестной проверки уже в начале своей практики и не встречал случая, когда бы кто-нибудь хитрил, искажая свой духовный опыт, чтобы удовлетворить меня. В действительности субъекты в состоянии гипноза, не задумываясь, исправляли меня, если я неправильно или неточно интерпретировал их сообщения. По мере того, как моя картотека росла, я путем проб и ошибок обнаружил, что вопросы о мире душ следует формулировать в определенной последовательности. Субъекты в состоянии сверхсознания сами не имеют особых причин или мотивов, чтобы выделять те или иные аспекты в океане информации о жизни души в мире душ. Необходимо иметь правильный набор ключей к тем или иным дверям. В конце концов, мне удалось выработать надежный метод проникновения в различные сферы мира душ, с помощью которого я могу открывать нужные двери в нужный момент во время сеанса. Так как с каждым сеансом я обретал большую уверенность, люди чувствовали, что я хорошо ориентируюсь в вопросах потустороннего мира, и поэтому спокойно рассказывали мне о нем. Среди моих пациентов, участвующих в этих сеансах, были как очень религиозные мужчины и женщины, так и те, кто не имел особых духовных убеждений вообще. Большинство находилось где-то посередине, располагая набором своих собственных представлений о жизни. В ходе своих исследований я обнаружил удивительную вещь.
Как только субъекты погружались путем регрессии в состояние своей души, все они демонстрировали замечательную последовательность в ответах на вопросы о духовном мире. Люди даже использовали одни и те же слова и наглядные описания, когда обсуждали свою жизнь в качестве души. Однако, несмотря на факт этой гомогенности или единообразия опыта столь многих пациентов, я продолжал проверять и сопоставлять высказывания моих субъектов и находить все новые подтверждения о характерных особенностях функциональной деятельности души. Имелись некоторые различия в рассказах, но это, скорее всего, имело отношение к уровню развития души, чем к существенному расхождению восприятия каждым субъектом духовного мира. Исследование продвигалось мучительно медленно, но по мере того, как архив записей моих сеансов рос, я выстраивал и в конце концов выстроил модель того извечного мира, в котором живут наши души. Я обнаружил, что идея о духовном мире моих пациентов содержит в себе элементы вселенских истин, которые разделяются душами всех людей, живущих на Земле. Именно эти представления столь многочисленных, различающихся между собой типов людей, убедили меня в том, что их утверждения правдоподобны. Я не религиозный человек, но я считаю, что место, куда мы отправляемся после смерти, единообразно по устройству и управлению, и я пришел к убеждению, что существует некий грандиозный план жизни на Земле и того, что мы имеем после этой жизни. Когда я размышлял над тем, как лучше представить свои открытия, я решил, что метод последовательного изложения отдельных случаев даст читателю больше возможности оценить рассказы пациентов о жизни после жизни. Каждый случай, который я отобрал, это прямой диалог между мной и субъектом. Сами материалы свидетельств взяты из магнитофонных записей моих сеансов. Эта книга не о прошлых жизнях моих пациентов. Она скорее является документальным изложением их опыта в духовном мире в связи с этими жизнями. Для читателей, у которых могут возникнуть трудности с пониманием души как нематериального объекта, описания, приводимые в первых главах, объясняют, как души возникают и как они функционируют. Каждая история немного сокращена, чтобы уложиться в заданный объем и представить читателю систематизированное, компактное изложение деятельности души. Главы построены так, чтобы показать обычный вариант продвижения души в мир душ и из него, и сопроводить это сопутствующей духовной информацией. Описание путешествий душ в периоды между смертью и следующим воплощением составлены из случаев, которые я собирал в течение 10 лет. Меня сначала удивляло то, что мне попадались люди, которые более отчетливо помнили эпизоды жизни их души в промежутках между более отдаленными их жизнями, чем после недавних прошлых жизней. Кроме того, по тем или иным причинам ни один субъект не мог вспомнить последовательно и полно всю деятельность своей души в мире душ. Мои пациенты помнили какие-то аспекты своей духовной жизни довольно ярко, в то время как другие стороны были им неясны. В результате даже в материалах 29 случаев, представленных в этой книге, сложно было дать читателю в полном объеме всю собранную мной информацию о духовном мире. Поэтому различные главы, помимо описания указанных 29 случаев, содержат детали из многих других сеансов. Возможно, читатель сочтет мои вопросы в некоторых случаях чересчур настойчивыми. Когда субъект находится под гипнозом, необходимо держать его в определенном русле. В работе с миром душ требования должны быть выше, чем при регрессии в прошлую жизнь. Находясь в трансе, обычный субъект склонен позволять уму своей души блуждать повсюду, наблюдая различные интересные сцены и картины.
Порой пациентам хочется, чтобы я прекратил расспросы и позволил им просто наслаждаться прошлым опытом и переживаниями души, не отвлекаясь на беседу. Я пытаюсь быть мягким и не придерживаться слишком жестких структурных рамок сеанса. Но, как правило, один субъект имеет только один сеанс, длящийся 3 часа, и за это время он может слишком далеко уйти. Люди могут покрыть большие расстояния и не сумеют вернуться, потеряв меня из виду. Стоит посмотреть на выражение изумления на лицах пациентов по окончании сеанса. У тех из нас, кто имел возможность действительно убедиться в своем бессмертии, рождается новое, глубокое понимание себя, и появляются новые силы. Прежде чем вывести моих субъектов из состояния гипноза, я часто закладываю в них постгипнотическую память. Осознанно владея знанием о жизни своей души в мире душ и о ее физическом существовании на Земле и на других планетах, эти люди обретают более сильное чувство направления своего развития и энергию для дальнейшей жизни. Наконец, я должен сказать, что то, что вы узнаете в этой книге, может шокировать вас, разрушив ваше представление о смерти. Материал, изложенный здесь, может вступить в противоречие с вашими философско-религиозными убеждениями. Какие-то читатели найдут здесь подтверждение своих идей и точек зрения. Другим же информация, представленная в этих случаях, покажется просто субъективными историями, напоминающими научно-фантастические рассказы. Каковы бы ни были ваши убеждения, я надеюсь, что вы задумаетесь о том, какое значение это знание может иметь для всего человечества, в случае, если сведения, переданные моими субъектами о жизни после смерти, точны.